Mackie Onyx 8. Это микшерный пульт, аналоговый. На нем даже написано, что это премиум аналоговый микшерный пульт, главной фишкой которого является, конечно же, встроенный аудиоинтерфейс многоканальный. Давайте поймем, а действительно ли этот пульт можно считать премиум. На канале «Давай запишем». Я вас приветствую, друзья. Здесь мы с вами говорим про аудио. Поехали! Сегодняшний микшерный пульт имеет интересное исполнение, если сравнивать с другими миниатюрными микшерами. Здесь мы имеем коммутационный блок входов-выходов, вынесенный на заднюю часть. Спереди вот я сейчас ничего не вижу из разъемов, и, на мой взгляд, это плюс. Решение достаточно эстетичное, и пульт выглядит действительно очень и очень привлекательно. Всего здесь имеется 8 каналов, с которыми мы можем с вами работать. 2 моно и 3 стереолинеечки. На борту имеется 4 микрофонных предусилителя Mackie Onyx с усилением максимальным до 60 дБ. Здесь же имеется фантомное питание, и его мы сейчас используем, потому что ролик я буду писать на нашу петличку усиления, которую мы подаем, вы сейчас видите прямо здесь. Чуть позже, для чистоты эксперимента и чтобы послушать работу предусилителей, мы с вами воспользуемся и динамическим микрофоном. Давайте смотреть по разъемам. Итак, первые 2 канала — это комбинированные разъемы. Сюда можно подключать XLR, сюда можно подключать джеки, причем это могут быть TS, так и TRS большие. Линейные источники и, естественно, инструменты, потому что здесь на первом и на втором канале у нас имеется инструментальный режим. Это, я напомню, смена сопротивления для работы инструментов. Далее у нас 2 XLR разъема на третьем и на четвертом канале, и они продублированы 2 TRS разъемами. Для балансных и небалансных подключений это, скорее всего, будут какие-то линейные либо инструментальные подключения в линию, ну, допустим, клавиши в стерео вы захотите сюда подключить, или возврат с процессора эффектов, но об этом чуть-чуть попозже. И 7-й, 8-й канал, здесь тоже имеется стерео вход на больших джеках. Сверху мы видим маленький джек, то есть это дублированный разъем, если вы хотите подключить смартфон или, допустим, плеер, или, допустим, выход с ноутбука прямо сюда, это можно сделать. Ну и 7-й, 8-й канал, в целом он достаточно интересная линеечка, она многофункциональная, и об этом самом функционале я предлагаю поговорить чуть-чуть попозже. Давайте пойдем все-таки пока что по вот этому первому каналу, потому что к нему и подключена моя петличка, он такой у нас референсный, и на нем мы будем с вами смотреть, слушать и выяснять, как все это дело у нас тут звучит. Итак, мы видим крутилочку усиления, по ней вы сейчас можете понять, какое именно усиление выставлено для моего микрофона. Мы можем воспользоваться срезом ненужных низких частот. Вы, я надеюсь, слышали, мы срезали все, что у нас находится ниже 100 Гц. Инструментальный режим, как я уже сказал, нужен для инструментов, поэтому его я трогать не буду. Эквалайзер. У нас есть включение эквалайзера, есть отключение эквалайзера. Он у нас на 3 полосы, можно добавить или убавить верха, можно добавить середину, причем у середины есть возможность выбора, какая именно частота из среднего диапазона у нас будет либо усилена, либо наоборот уменьшена. Так, и низы можно добавить низ, можно наоборот низ убрать. И, естественно, если мы даже что-то с вами вот уже нарулили, мы можем отжать эквалайзер и вернуться к привычному положению. Например, таким образом достаточно удобно настроить эквализацию для вашего живого мероприятия. Дальше у нас посылы, и это очень интересно. Не смотрите, что один называется AUX Mon, а второй FX. По сути, это 2 вспомогательные шины, которые, если вы посмотрите на заднюю часть корпуса, имеют 2 физических разъема на выход. FX, несмотря на то, что здесь есть встроенный процессор эффектов, позволяет нам отсылать все на выход FX. То есть мы можем подключить внешний процессор эффектов и с него взять возврат в стерео, естественно, если это ревер или дилей, и подключиться к какой-нибудь стереолинеечке. И, допустим, выводя стереолинеечку, мы с вами будем получать обработанный звук. Mon, он же AUX 1, будет использоваться для подключения сценических мониторов. Нужно отметить, что и Mon, и FX мы можем использовать для подключения сценических мониторов. Оба этих канала у нас есть здесь, то есть у нас есть регулировки. Эти каналы независимы от мастера, и мы имеем, по сути, 2 независимые от мастера мониторные шины, которые также независимы друг от друга, поэтому
Пользуйтесь, благо пульт дает такую возможность. Здесь панорама. Я могу по привычке уйти в одну сторону, я могу вернуться в центр, я могу уйти в другую сторону и вернуться обратно в центр. С этим проблем нет. Есть мьют, который по понятным причинам нажимать я не буду, и есть соло. Можем выделить несколько каналов соло, или, естественно, замьютить такое количество каналов, которые нам нужно. Благо и соло, и мьют есть на большинстве и сегодняшних каналов даже по выходу. Усиление выхода выполнено на ручке и имеется индикация перегрузки. Давайте переходить на 3-й, 4-й канал, 5-й, 6-й, и потом, естественно, про 7-й, 8-й поговорим. Итак, здесь также срез низких, здесь возвраты USB, и это здорово, и я думаю, это отличное место, чтобы поговорить про встроенный аудиоинтерфейс, потому что он многоканальный, это так называемый multi-channel. Мы можем записывать каналы по входу, независимо друг от друга, то есть мы можем записать, что происходит на первом канале, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом и так далее. Потом сесть где-нибудь дома или на студии уже спокойно, не находясь в суматохе мероприятия, свести полученный материал. Это достаточно удобно. Но вместе с этим у нас здесь есть и возвраты. То есть каналы на воспроизведение. Их здесь не 2, их здесь 4. То есть 2 стереоканала. Как раз вот они у нас даны. USB 1.2 и USB 3.4. Допустим, мы можем поставить один стереоканал на воспроизведение с одной программы, а второй стереоканал на воспроизведение с какой-нибудь другой программы. Допустим, на один канал у нас пойдет общий звук Windows, а на другой канал у нас пойдет Discord, Skype или Zoom. Если вы занимаетесь организацией видеоконференции, вы должны меня понять, что это очень удобно иметь 2 независимых стереовыхода, стереовозврата с USB, и вот они у нас приходят на 2 разных независимых канала, их можно отдельно эквализировать, здесь трехполосный эквалайзер также, но без уже регулировки для средних, то есть верха, средний и низкий без дополнительных крутилок. Мы можем эти 2 канала независимо отсылать на какие-то вспомогательные шины, на первую и на вторую, можем крутить их по панораме, как только хотим, мьютить, солить, и, естественно, у нас есть усиление выхода. Канал 7.8, и это тоже очень интересный канал, потому что, как я уже сказал, он у нас многофункциональный. Мы его можем использовать для привычных линейных стереоподключений, но при этом мы можем подключить сюда какую-то миниатюрную электронику мобильную. Вот здесь у нас имеется разъем типа маленький стерео-джек прямо спереди корпуса. Мы можем использовать его для воспроизведения с SD-карточки, и да, это еще одна важная фишка этого устройства, как вы прекрасно сами видите. Здесь есть небольшой плеер-рекордер с SD-карточкой для стереозаписи или для воспроизведения, допустим, какой-нибудь фоновой музыки. Закинули всю фоновую музыку на SD-карточку, вставили ее сюда, нажали play и вывели сколько вам нужно. Не забывайте только нажать кнопку, чтобы этот канал у нас стал работать как бы воспроизведением с SD. Дальше идет функция Bluetooth, и это тоже очень интересная функция. Мы можем подключить сюда телефон, как к беспроводной колонке, и воспроизводить с него весь звук. Естественно, что это все будет работать не только с телефоном, но и со всеми другими устройствами, которые у нас имеют поддержку Bluetooth. Здесь имеется посыл. Кстати, странно, что посыл только на первую шину. Хотя да, на эффекты подобные вещи слайд было бы странно, но опять же, как я вам сказал, эта крутилка у нас по сути такой второй вспомогательная вторая шина наборная, и сюда почему-то ее не поставили, очень обидно. Панорама, мьют, соло и усиление по выходу. Давайте посмотрим, что у нас происходит на стороне мастера. Я перешел на SE-V7, потому что мы с вами добрались до встроенного процессора эффектов, которым можно пользоваться на живых мероприятиях. Давайте послушаем работу динамического микрофона с местными преампами и преобразователями, попрошу. И, естественно, послушаем, как работает процессор эффектов. Наш алгоритм действий, как подавать звук на процессор эффектов. Открываем посыл на FX. С канала, на который у нас приходит микрофон. Кстати, я немножко больше сделал усиление по входу, потому что это динамический микрофон, а не конденсаторный, вы прекрасно меня понимаете. И теперь, чтобы услышать эффект, нам нужно выкрутить вот эту ручку ровно столько, сколько эффекта нам необходимо в миксе. Крутим, крутим, крутим. Так. Но поскольку это дилей, я сделаю чуть-чуть поменьше, наверное, чтобы вы хоть немножко могли разобрать, что я говорю. Уберу, чтобы рассказать, как пользоваться процессором эффектов. Здесь все достаточно просто. Конечно, я был бы не прочь, если бы здесь было больше крутилок, но, опять же,
С помощью вот этой ручки крутящейся мы выбираем, что именно мы с вами хотим отрегулировать, и, нажав, мы производим регулировку. Допустим, здесь у всех эффектов есть встроенный эквалайзер. Да, на одну полосу, но тут есть обрезные фильтры, допустим. Можно срезать весь мусор, который вам не нужен в миксе. Этим можно и нужно пользоваться, как я люблю говорить. По эффектам, смотрите, здесь есть целый лист из заранее заготовленных каких-нибудь эффектов. Давайте их все послушаем. Например, до этого мы слушали дилей, теперь послушаем эхо. Вот таким образом у нас звучит эхо. Пойдем дальше. Это слэпбэк. Это холл, реверберация. Так, это уже рум, это ревер-рум. Давайте я чуть-чуть дам побольше эффекта. Это плейт, пластинчатый ревербератор. Хорус номер 1 я сделаю погромче, потому что вы прекрасно знаете, как я люблю хорус. Это самый замечательный эффект, который только был придуман человечеством. Такой дикторский, благородный. Есть вторая вариация хоруса. Опять же, я напомню, что вот эти ручки, их можно крутить, можно как-то изменять эффекты, подстраивать под себя, но я сейчас этим не занимаюсь, потому что это отнимает ценное время, которое мы с вами должны потратить на оставшиеся функции. Здесь есть еще фленджер, вот такой он интересненький парень. Так. И пошли эффекты совмещенные. Это дилей плюс ревер, то есть в одном эффекте у нас живет сразу эффект задержки и реверберация. Есть еще дилей плюс хорус. Так. Ну давайте я ради интереса покручу какой-нибудь трейд, допустим. Так. Добавил. Теперь это все звучит так. Убавляю, убираю. Звучит следующим образом. Так. И это ревер плюс хорус. Ну, давайте я поиграю с размером. Вот сделаю большой размер. 15-й самый большой. И 7-й средний. 0-й. Ну, вот и что-нибудь на шестерочке я, пожалуй, и остановлюсь. Закрываем возврат с эффектов. Что интересно, эффекты с помощью вот этой ручки мы можем слать на выход для подключения мониторов. То есть на Mon1. Даже в мониторинге наши исполнители смогут услышать то, что мы с вами нарулим с помощью этого процессора эффектов. Давайте сделаем небольшую паузу, и я вернусь обратно на петличку. После эффектов я бы хотел обратить ваше внимание на пару разъемов у первого и второго канала, на так называемые инсерт-разъемы. Они есть только у канала 1.2, далее их нету. Зачем и как мы с вами можем ими пользоваться? Это разрывы. Это разрывы, которые, когда они находятся в подобном состоянии, они ничего не делают. У нас цепь находится без разрывов. Но когда мы подключаем сюда специальный провод инсертный, такой стереопровод. На одном конце у нас стереоджек, на другом конце у нас два раздельных джека. Ну или не джека. Ну, это к примеру. И с помощью этого провода мы подключаем какое-нибудь внешнее устройство обработки, например, какой-нибудь компрессор, или какой-нибудь эквалайзер, или какой-нибудь, возможно, усилитель, то мы это устройство как бы включаем в цепочку нашего пульта. То есть здесь у нас нету подобной обработки, у нас нету компрессии, но мы ее можем сюда добавить с помощью инсерта. Опять же, я замечу, что подобный способ лучше всего использовать именно для обработки динамической и частотной, потому что иная обработка, ну, допустим, какой-нибудь ревер, во-первых, вам будет неудобно пользоваться ревером таким образом, а во-вторых, вы будете получать моноревер, что тоже не совсем хорошо. Тот же самый дилей, когда он в стерео, это, согласитесь, намного интереснее. Как получить стерео-дилей и стерео-ревер, если у вас есть внешний источник обработки? Пожалуйста, у вас есть ручка FX. Кстати, посыл нужно закрыть после себя. Все, не оставить следов своего присутствия, как говорил мой преподаватель любимый. Просто пользуемся FX, у нас есть физический выход. Да, при этом мы не будем пользоваться процессором встроенным, мы будем подключать внешнее устройство, и уже стерео-выход с этого внешнего устройства, вот, пожалуйста, выбирайте, у вас есть целых
3 стереоканала, куда эти самые устройства, сигнал, звук с этого устройства обработки вы можете вернуть и уже после этого подстраиваться ручками. Да, возможно, кто-то из вас, кстати, заметил особо глазастый, что во время теста мы не отключали фантомное питание, и это, друзья, лишнее вам доказательство того, что включенным фантомом вы ничего не сделаете своему динамическому ручному микрофону, если вы работаете с правильной, балансной, она же симметричная, коммутацией. Мы пользуемся XLR-проводом, хорошим, добротным, симметричным XLR-проводом, и ничего нашему микрофону не было. Даже звуку нашему, заметьте, ничего не было. Давайте пойдем дальше. Что у нас здесь есть? На передней части. Foot Switch. Это разъем, который относится к процессору эффектов. Сюда мы можем подключить педальку и управлять процессором выключением процессора с помощью нажатия педали, что достаточно удобно. Далее разъем для подключения наушников. Фантом, как я сказал, есть индикация, есть режим соло. Когда мы что-то задаем в соло, у нас мигает огонечек, и, естественно, можно управлять, каким именно будет соло. AFL или PFL. Дальше мастер. Есть регулировки, причем это здорово, что здесь Control Room и Phones, разъемы Control Room для подключения мониторинга звукорежиссера и Phones для подключения тихого контроля звукорежиссера, они здесь раздельные. Как правило, эти две ручки совмещаются в одну, здесь иначе, тоже, на мой взгляд, плюсик. Мьют мастера, самая страшная кнопка, просто страшный сон звукорежиссера и, естественно, главная ручка мастера, главная крутилка. Вот эта вот кнопка очень интересная, и весь ролик вы могли заметить, что она у меня нажата. Что она делает? Если не углубляться в какие-то ненужные нам сейчас подробности, это кнопка выбора, что именно пойдет у нас на запись, на первый и второй канал записи. Сейчас я нажал, и эта функция активирована. И на запись у нас идет мастер. Таким образом, я, например, смог записать для вас звучание стерео эффекта процессора, который встроен здесь, потому что в стерео он шел на мастер, и стерео уже мастер у меня писался прямо на компьютер. Есть возможность писаться по каналу, есть возможность писать отдельно первый канал, отдельно второй канал, не выкручивая как-то панорамы лишний раз. Отжимаем кнопку и уже в роутинге вашей цифровой рабочей станции задаем то, что вам необходимо. Посмотрим на разъемы мастера. Естественно, здесь имеются XLR разъемы, здесь имеются TRS разъемы, можно их пользовать в балансном режиме, можно их пользовать в небалансном режиме. Control-румы также там у нас имеются. И осталось поговорить о вот этих двух каналах. Это регулировка FX, это регулировка мониторинга. То есть это то, что у нас пойдет на выход. С помощью этих ручек мы можем с вами и подстраивать. Обратимся к USB-разъему, который находится сзади нашего пульта. И немножко поговорим о встроенном аудиоинтерфейсе. Как я уже сказал, он многоканальный, 8 каналов на вход и 4 канала на выход. То есть здесь мы можем воспроизводить 2 стереоисточника с нашего ноутбука, к примеру, который подключен по USB. Запись можно производить в качестве до 24 бит на 96 кГц. Мы в ролике писали 24 на 48, вполне себе стандартные цифры, и на протяжении всего ролика вы могли наслаждаться звуком, который мы получили исключительно за счет Onyx 8. Но я предлагаю все-таки перейти к финальному тесту. Подключим сюда 2 музыкантов, запишем их поканально и потом как-нибудь сведем. Послушаем дополнительно, как работает начинка этого пульта во время записи. Today it's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now we should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the ones on the street that you fire in the heart is out. I'm sure you heard it on before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Because maybe
gonna be the one that saves me, saves me. And after all, you're my wonderwall. В итоге очень и очень интересное устройство. Не скажу, что это прям премиум аналоговый микшер, но мне определенно Onyx 8 понравился. Но самое главное для меня, естественно, будет узнать, понравился ли он вам. Не забудьте написать об этом в комментарии. Если вы пользовались продукцией Mackie, допустим, в живой работе, потому что у Onyx серия достаточно широкая, у них есть и более емкие на количество каналов пульта, напишите в комментариях, как полет, как вам опыт взаимодействия с подобными пультами, какие-то косячки, какие-то, наоборот, положительные стороны, которые вы для себя заметили, обязательно напишите. Не забудьте поставить лайк, если ролик пришелся по душе. Ну и, друзья, напоминаю, что за мной можно следить в моих же соцсетях. Как меня найти, вы прямо сейчас видите по подсказке на своих экранах. Это был канал «Давай запишем», а я не прощаюсь с вами, а говорю лишь «до свидания». До встречи в следующем ролике. Так, Давай заново все то же самое, только заново.